Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим мини-пиццу. Дети от нее просто в восторге. Такая пицца отлично подходит, чтобы накормить всю семью, а также в качестве перекуса на работе или в школе. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто. В миску наливаем 200 мл теплого молока, 100 мл воды. Насыпаем 2 чайные ложки сахара и крошим 18 грамм прессованных дрожжей. Если будете использовать сухие дрожжи, то их понадобится 6 грамм. Все перемешиваем венчиком до растворения дрожжей. Оставляем опару на 10-15 минут. Прошло 15 минут. Сюда же в миску насыпаем 1 чайную ложку соли и наливаем 50 мл растительного масла без запаха. Постепенно насыпаем муку в несколько подходов и замешиваем тесто. Мне для этого количества жидкости понадобилось 4 стакана муки. Тесто вымешиваем руками примерно 10 минут. Оно должно стать однородным, гладким и не липнущим к рукам. Готовое тесто оставляем в миске и накрываем пищевой пленкой. Оставляем подходить при комнатной температуре примерно 1 час. Пока подходит тесто, подготовим начинку. 250 грамм колбасы нарезаем четвертинками. 1 небольшой перец нарезаем небольшими полосками. 1 банку зеленых или черных оливок нарезаем колечками. 300 грамм сыра трем на мелкой терке. Берем 100 грамм томатного соуса и к нему насыпаем 1 чайную ложку сушеного базилика. Все перемешиваем. Тесто уже подошло. Выкладываем его на стол и раскатываем в пласт толщиной около 3 мм. Если вы хотите посмотреть другие варианты приготовления пиццы, то переходите по ссылке в описании под видео. Из раскатанного теста стаканом вырезаем кружочки. Лишнее тесто убираем, позже его точно так же раскатываем и вырезаем кружочки. Все кружочки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху на тесто кладем немного соуса и равномерно распределяем его по всему кружочку. Насыпаем тертый сыр. Кладем 2-3 кусочка нарезанной колбасы. Также кладем перец. И по несколько колечек нарезанных оливок. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20 минут. Готовые пиццы достаем из духовки и подаем на стол. Мини-пицца получилась очень вкусной, ароматной и румяной. С начинкой можно экспериментировать, добавляя любые продукты, которые вам нравятся. Такому блюду будет рада вся семья. Обязательно ее приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравился рецепт такой мини-пиццы, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.